ребята, всем привет! Сегодня хотела поделиться своим рецептом приготовления штрудель немецких. Но у меня такой немножко нестандартный рецепт, вернее, как отличается от стандартного рецепта. Вот хотела приготовить с вами и поделиться рецептом. И начнем мы с приготовления теста. Но для начала нам надо одеть фартук. Моему фартуку уже лет 150. Это моя мама привезла мне его из Казахстана, поэтому я его люблю и дорожу им. И новый себе не покупаю. Так, ну, начнем мы приготовление теста. Вот у меня есть такая помощница. Сейчас мы будем заводить на ней тесто. Уже оно проверенное годами, мое тесто. Так, вот. Hefeteig пикант. А есть вот Hefeteig Süß, это на булочке. А это вот обычное пикантное. Я с этого теста, в принципе, готовлю все. И пирожки, и пироги, и все. И тут вот оно будет сейчас пошагово мне говорить, что нужно добавлять. Так, ну все, начинаем мы приготовление. Как бы рецепт, он выставлен здесь, да. 220 грамм молока. Сразу весы здесь. Но я сделаю не 220, я сделаю 250. Немножко больше мне теста нужно. 260 получилось. Но это не страшно. Я уже с эрфарунгом я уже знаю. Так, молоко. Дальше идем. 5 грамм сахара. Ну, тоже я на глаз, но... Все, 5 грамм. Есть. Дальше что у нас идет? Так. Дрожжи. 1 пачечка дрожжей. Добавляем. Добавляем тесто. Получается обалденное. У меня это уже машина 5 лет стоит. Я ей не то что довольна. Это прям моя великая помощница. Тесто сделает, а пока все замарай, все отмой. А тут все оно вот в одном месте. Все, я, получается, залила молоко, дрожжи и сахар. И вот оно сейчас 3 минуты будет промешиваться. Так, у нас наступила настоящая осень. Всю неделю лили такие дожди, так холодно сразу, ветер. Что-то прям весна какая-то странная была, и осень, если честно, странная. Холодно. Ну все, отработали мы всю неделю. Сегодня по хозяйству, уборка, стирка, готовка. И вот решила вас пригласить готовить со мной и в конце попробовать и посмотреть, что у нас получилось. А тесто сейчас будет 2,5 минуты. Вот так вот. Так, ну все, 3 минуты наших прошли. Идем дальше. 80 грамм сливочного масла. Так, весы включаем опять. И добавляем масло. Ну, сейчас посмотрю, глаз алмаз или нет. 70, еще 10 грамм. Я там не мешаю тебе звуком? Нет, привет, я хочу привет. поздороваться. Здравствуйте. Я хотел сказать, что да, осень началась, но это и хорошо, футбол начался тоже. Футбол начался. Дима у нас сегодня пришел с ночной смены. Вот он выспался, отдохнул и проводим такой уютный вечер. Мама на кухне, папа футбол. Вместе покушаем и будем заниматься обувью. Так, все, 80 грамм масла у нас есть, идем дальше. 500 грамм муки. Но так как мы добавили чуть-чуть больше молока, было 220, а мы добавили 250, да? Так, все, мука 500. Мы добавляем, ну давай 550 добавим, там посмотрим.
$550. Очень удобная машина. Я говорю, мы что только не покупали. И пароварки, и скороварки. Что мы только не покупали, и они как-то вот не приживались у нас никогда на кухне. Вот эту мы купили, она настолько у нас прижилась, и мы ей пользуемся бесконечно. На ней как можно и готовить, и С этой машиной я профи стал. Ты готовить... Я профи стал. Ну, конечно, ничего нет. Нужно только смотреть на экран и кидать. Да, там я потом покажу вам, сколько там меню, сколько можно готовить. То есть сегодня мы вот занимаемся тестом, а дальше будем готовить, буду вам показывать. Так, все, муку мы добавили, дальше мы идем. Одно яйцо. Одно яйцо у нас. Так, дальше. И 1 чайную ложку соли. Ну, мы тоже на глаз соль. Дальше. Ну, рука мокрая. Все, опять мы закрываем крышку и оставляем на 2 минуты его замешиваться. Вот так вот. Как я и сказала, что у меня нестандартный рецепт штрудель. Этот рецепт у меня от моей бабушки. А моя бабушка не немка. Я не знаю, уже бабушка, конечно, моя не в живых, и поэтому я у нее не могу спросить, откуда у нее этот рецепт. Но вот как бы это рецепт детства, это вкус детства, это вкус праздника. И я никогда не изменяю. Ну, дог я пробовала, и по-другому готовить я тоже пробовала. Но все равно я возвращаюсь к своему рецепту, и для меня это вот прям мое детство, наши праздники. А Дима, да, к вам бабушка... вам вопрос, это немецкие штрудли? Да. Возможно, бабушка просто с немцами много, как говорится, жила рядом, соседи были, и они ее научили, а она тебя уже научила. Потому что у меня бабушка немка, она делала штрудли, ну как бы немножко по-другому. Ну, кстати, я их не очень любил, которые бабушка делала, я их больше люблю. Да? Ну, может быть, ты привык уже больше 20 лет. Это эгаль. Факт то, что это немецкий, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, это немецкие штрудли? Или это моя бабушка Вообще, сама все это придумала? Немцев, которых я спрашиваю, вообще знают ли они такое блюдо, они только знают апфельштрудель свой, Да. все сладкий. Да. Таких штрудлев не знают, я понимаю, да. Немцы по Волжье тогда, то есть 250 лет прошло, они забрали с собой культуру, ее, как говорится, как аупива, как сохранили, то есть кухню, там, традиции, все такое. А у немцев, естественно, это немножко угасает, так же, как и кухня. Возможно, поэтому они не знают. Бабушек старых немов я как бы не спрашивал, но вот моего возраста постарше чуть-чуть я спрашивал, ну не знают они этого, не знают. Так что оставайтесь дальше, до конца обязательно. Посмотрите, что у нас получится, и оставьте свои комментарии. Немецкий это штрудли, или это все-таки моя хитрая бабушка уже сама все это придумала. Так, ну все, смотрите, прошло, вот, все, оно промесилось. И здесь написано, что на 30 минут я его должна оставить. Раньше я его в чашку перекладывала. Все равно открой, я покажу, как это получилось. То есть 2 минуты там это было, да. И еще... А вот, ну да, кстати, вот интересно. Вот оно получилось вот так. Я его прям оставлю в этой чашке. Ну все, да, вот, все отлично. Да, ну месяц классно, конечно. Я не буду его перекладывать, я его прям оставлю здесь, закрываю крышечку, выключаю и до свидания. И мы переходим к другому этапу подготовки мяса. Все, ребята, я подготовила мясо. Я использую только куриное. У меня здесь куриная грудка и немножко бедрышек. Я видела рецепты, где используют свинину. Разное мясо. Опять же, это дело вкуса. А я всегда говорю, делаю только по бабушкиному рецепту. Вот бабушка всегда у нас делала с курицей, и я делаю с курицей. Все, я вот достала такую кастрюльку, совсем немножко маслечка туда. Так, сейчас мы поставим. Пока я резала лук, обрыдалась вся. Нос красный, глаза красные. Я обрыдалась. Так, сейчас она у нас нагреется. Мы добавим туда курицу и лук. Лука не жалеем. Он такой дает такую сладковатость. Потом, когда уже как приготовишь, когда будет готово, ты как бы лук не будешь чувствовать. А вот этот бульон, он будет очень вкусный. Так что лука я никогда не жалею.
Да. Холода наступают. Что мы начинаем делать? Кушать правильно. Кушать сразу. Кто еще не успел за лето похудеть, начинаем чуть-чуть толстеть. Холодно стало, жирочек начинаем набирать. Ну, в общем, я в кастрюлю вот курицу. Сейчас я буду ее обжаривать немного. Пока у нас жарится курица, я все-таки вам хочу рассказать про эту чудо-машину. У меня даже кто не спрашивает, я ее всем советую. Как я ранее говорила, что мы там по приезду, что мы только не покупали. И потом просто ложили в келлеры и ничего это не использовали, или дарили, или еще что-то. Вот эту машину мы используем постоянно. У меня есть подруга, она говорит: Таня, там такую рекламирует машину, мол, термомикс, пойдем посмотрим. Я говорю: ой, мне это вообще все неинтересно, я не пойду. Давно, это было 5 лет тому назад. Она: ну давай, так интересно, вот что-то такое ей там рассказали. Ну, в общем, я согласилась. Так, скептиш согласилась. Ну, вроде схожу за компанию с тобою, пообщаемся. Когда я приехала с этого термина, у меня были глаза вот такие. Я Диме говорю, я ее почти чуть ли не купила. В общем, это была реклама вот термомикса машины, да, которая очень разрекламированная. Ее цена тогда 5 лет назад была 1100. Я Диме говорю, ну это вообще, там мы готовились, эта машина, она такая классная, и тесто, и кексы, и она готовит, и картофельное пюре, она все делает. Я Диме говорю, блин, говорю, мы просто всегда покупки делаем совместно, мы всегда советуемся. Я говорю, я ее прям хочу. Ну, 1100, ну, как-то вообще дорого. Ну, тут Дима, недолго думая, в интернет. Даже сам. И говорит мне потом, я, говорит, нашел клон, брат термомикса. Silvercrest. Это французская фирма, ее продает Lidl. Lidl ее продает, они ее выкидывают время от времени. Конечно, это у меня старая модель, ей 5 лет. Сейчас я там видела, выкидывали 550, по-моему. Нет, в Ангиботе было 450. Ну, мы вот эту так и купили. Сейчас уже, конечно, модели намного новее, намного такие, как бы... Хотя... Я скажу отличие. Новые модели, процессор немножко побыстрее. Весы точно так же работают. Экран побольше. Не, ну понятно, и вот здесь ручка еще есть. Чтобы удобнее брать. Естественно, ну как оно, модель новая, всегда там немножко модерновее. Ну, то есть Дима находит и говорит, она все делает то же самое. Все также рецепты, все шаг пошагово тебе рассказывают, все тебе показывают. Но она стоит, ну, 450, да, тогда мы за нее отдали? Я даже за 400 За 400. 5 лет тому назад. И вот я вам говорю, ребята, она у нас не выключается никогда. Мы варим на ней супы, мы делаем на ней тесто, мы делаем на ней гуляши. Мороженое. Вот дети на этой неделе сами сделали мильшейк, то есть там ананас, банан, оно все само пропюрировало, потом ты добавляешь молоко, мороженое. Все, дети себе сами сделали, дети довольны. Я своему сыну сказала, старшему, когда ты будешь уходить от нас, мы тебе с папой покупаем эту машину, когда он самостоятельно начнет жить. Мы тебе с папой купим такую машину, она тебе будет всегда помогать. Так что у кого еще такой машины нет, обязательно приобретаем, покупаем, а мы жарим наше мяско. Так, ну чуть-чуть мы его, Мы его будем готовить, кстати, до полуготовности, но не прям до конца. Все, даже вот оно уже немножко и поджарилось, видите? Как бы уже корочка пошла. И я думаю, что я, в принципе, буду сразу добавлять уже. Нет, я сначала посолю. Не знаю, видно, не видно. Посолю. Довольно чуть-чуть покопустим. Я совсем чуть-чуть поперчу. Опять же, это на усмотрение каждого. Кто что любит. И добавляю я сюда лук. Я буду снимать. Давай. А тесто наше этим временем стоит здесь. Пока оно стоит. Все, парится. Так, друзья, ну что, у нас тут немножко, посмотрите, вот так вот поджарился лук, курочка. И мы добавляем сюда ложку сметаны. Моя бабушка добавляла полбанки, у нас семья была большая, бабушка готовила вот такими кастрюлями.
это блюдо, когда мы собирались за столом. Ну, Артур у нас умотал, к девчонке к своей приехал. В душ сходил, сумку поменял, все, уехал. На 3 дня потеряли пацана. Все, в воскресенье вечером приедет. Так что мы чуть-чуть свободные. И нам этого хватит. Все, теперь мы добавили ложку сметаны и мы добавляем воду. Добавляем воду. Переставляем на другую плитку. Немножко потушиться. Чуть-чуть. Ну вот, в принципе, как бы водой я закрыла, да? Я это все закрыла водою. Все, а этим временем, пока наша курочка с луком будет тушиться, мы сделаем с вами капусту. Так. Таня, а какую ты курицу? Грудинку или что? Короче, у меня там грудинки 2 и бедрушки. То есть бедрышки, они, в принципе, кстати, это грудинка сухая, по идее. Но... Вот поэтому мальчики любят грудинку, я люблю бедрушки. Поэтому я это все сделала в миксе. Каждый выберет для себя мяско. Ну, я говорю, а мясо можете использовать любое, какое вы хотите. Но для меня именно куриное, оно немножко... Нужно ребра брать. Как бульон, как бы это вкусно. Я, говорю, видела рецепты и со свининой делают. Это на усмотрение. В общем, что? Сейчас мы достали сковородку и будем обжаривать с вами бекон. Сейчас она нагреется. Нагреется и будем жарить бекон. Так, возьмем другую лопатку для этого. Еще надо немножко подождать. Тесто наше тоже стоит, нас ждет. Поднимается? Ну, я не хочу его открывать. Там крышечка. Не хочу, чтобы воздух туда не хочу пускать, чтобы оно как бы поднималось и не нужно его трогать. Мы будем обжаривать вот бекон, такую пачечку одну. И вот такую зауэркраут. Купила ее в Кауфланде. Кстати, вот эту, именно вот эту я еще... Вам в гости, мне далеко ходить не надо, но в Да. гости схожу. Именно такую я никогда еще не покупала. возьму. Обычно как бы у меня любят Милан и Дима такую люблю, капусту, да. И они сами Кислая покупают. капуста, да. Да, это была в Ангиботе био. Они все там по ойре стоят, господи. Нет, вот это было Ойра 47. А, био. Да, и я вот Да. купила такую капусту. Ну, она квашеная просто получается, по-русски. Так вот именно не соленая, а квашеная. Она, видишь, ферментирует, то есть туда добавляется какой-то этот фермент, и оно начинает как бродить, там это квашеная. Квашеная. Квашеная Ну, не капуста. соленая, Ну, квашеная, это бочковая. Ну да, нет, я бы ее назвал бы или кислая, или квашеная. Как бы. Ну, квашеная. Не Я думаю, соленая, не соленая. Хотя соленую тоже можно делать. ну, вы же такую любите с Я Миланом. такую люблю, да, но обожаю. Так, сейчас я попробую. Тут у нас закипел наш... А наш сын наш терпеть запах его. Он даже запаха терпеть не может. И мы, вот, он и уехал нам на руку, потому что что вы тут опять готовите? Что тут так пахнет? А Милан младший, наоборот, очень любит со шпесли, вот зауэркраут, да хоть с чем. Вот, 2 ребенка, предпочтения в еде совершенно разные. Угу. Все, сейчас мы бекон чуть-чуть обжарим и добавим сюда нашу капусту. Ребята, кстати, не забывайте ставить лайки. Если вам нравится, то пишите свои комментарии. Досмотрите до конца и напишите, кто-нибудь когда-нибудь пробовал именно по моему рецепту немецкие штрудли от моей бабушки с Кубани. Вот сейчас капустка идет в ход. На Кубани я просто тоже так подрос, там тоже много немцев жило. Там много немцев было. Но бабушка-то с Кубани приехала на Целину в Казахстан. А И на бабушке Целине было тем более. лет 18. Моя бабушка родом из Кубани.
Мы туда очень много раз ездили. А моя бабушка в свое время уехала на целину в Казахстан. И поэтому уже даже мой папа родился в Казахстане. Потом мы родились, как бы уже наша родина является Казахстан. Да, но сама моя бабушка с дедушкой, оба, они с Кубани приехали, да, и это как бы все равно не с России у нее рецепт, это... Так, ну так, на целине в Казахстане, знаешь, сколько немцев? Еще Не, больше, чуть больше, чем там. Это понятно, да. Все, сейчас 2 минутки мы обжарим нашу капустку. И будем смотреть, что с нашим тестом. Так, ну все, ребята, давайте посмотрим, что произошло с нашим тестом. Посмотрите, как оно поднялось. И я хочу вам именно показать, какое оно пористое. Смотрите. Пышное, да? Какое оно, посмотрите, какое оно тягучее. Смотрите. Тесто просто волшебное. Так, тесто у нас готовое. И мы курочку, которую жарили в кастрюльке, да, как бы тушили с луком, добавила что ложку сметанки и вот бульончика. И перелила я в такую дозу. Да. И капусту мы обжарили мид-бекон. Так, да, ты говоришь, ты обжарила, да, да. С беконом. И вот как я вам и говорила, что у меня как, мой рецепт именно как бабушка делала, что я не добавляю это вместе. Да. Потому что это я видела, важно, да. Да, я видела то такие есть рецепт рецепты. твой, это так. Да, там вот и картошку добавляют, и капусту добавляют. Как бы вот у нас было именно вот так. Курочка, бульон, это отдельно. Кто себе захотел это брать, то этот будет брать. Дима тоже говорил, давай с картошкой. Мы пробовали, но все равно я приходила именно к своему рецепту. Ну это потому, что мы видели какие-то просто другие рецепты, просто там картошку добавляют. Да, мы добавляли... Я, допустим, у бабушки своей картошку не помню. Я помню мясо, я помню капусту, вот, то я есть помню я вот эти именно галушки. Презентирую именно так, как готовила моя бабушка. То есть капусту я обжарила отдельно. Да. Здесь у меня только курочка с луком и с бульоном. Ну, хотел добавить. Опять-таки, это как бы кислая капуста, можно, как бы другую сделать. Ну, понятно, это как бы... Не обязательно бекон добавлять, может, кто что хочет. Да, дело каждого. Все, ребятки, сейчас мы будем доставать свое тесто. Поэтому и вопрос. Это немецкие штрудли? Пишите в комментариях, делитесь. Да. Или делитесь своим мнением. Делитесь своим мнением. Как говорится, мы делаем Танин, бабушки Тани рецепт. Да. Вот, вкусняшку. Мне нравится. Так, ребята, получается, наше тесто я разделила на 2 части и раскатала в такую лепешку. И тесто настолько получилось идеально, что мне не пришлось ни муки добавлять, ни масла добавлять, ничего. Я его раскатала очень просто, по-домашнему, да, как бы там ровно, неровно, я не знаю. Но вот я растопила сливочное масло и немножко смазываю. Таня, возьми рукой это, размажь просто. Нашу лепеху кисточкой. И теперь мы будем пытаться с вами сворачивается, да? Сворачивать в рулетик. Что такое штрудель? Это, в принципе, оно как бы с немецкого, если переводить, оно же переводится как закрученное. Поэтому называется штрудель. Ну да, как я уже говорил, немцы как будто бы, им это не бекант, что это такое. Но у них есть апфельштрудель, киршштрудель. Ребят, смотрите, я его раскатала очень тоненьким. Смазала немного сливочным маслом, говорю, не использовала ни муки, ничего. Вот эту свой... В принципе, я сам первый столик, раз да, как бы я тоже его ни маслом, ничем не смазывала. Ну окей, это силиконовое. Вот тесто настолько идеальное. У кого такой силиконовой штуки нет, им, видимо, нужно это делать, или? Или тоже... внизу тогда с маслом смазать, да? Я ничего не смазывала, я же тебе говорю, что я ты показываешь, как ты делаешь, окей. Все, вот первый рулетик мы с вами скрутили. У тебя еще там есть? Я думал, ты вот это... И оставим его немножко отдохнуть. Окей. И будем второй делать. Ага. Так, ребята, я разделила тесто, получается, на 2 части. Смазала немножко сливочным маслом, раскатала в лепешки и скрутила вот в такие рулетики. Ну, провизоришь, конечно. Я не прям такой профессиональный
Кох, не судите меня строго. Все, я теперь их режу. Режем мы их. И будем сейчас раскладывать их, получается, в наш куриный бульон. Вот так я их режу. Все, и сейчас мы будем их выкладывать сюда. Получается, прям вот это тесто идет вот так вот наполовину в бульон. Я вам советую, ребята, всем попробовать этот рецепт. Когда приходят к нам новые гости, все просят рецепт. Я вам так его выложила и показала. Всем очень нравится. Смотрим до конца, что у нас получится. Вытащим, разрежем, попробуем. Можно я посмотрю? Можно. Они, получается, легко, да, так лежат, а потом они расходятся, да, так? Ну, я не знаю, мы посмотрим. Ну да. Кстати, да, смотрите до конца, чтобы увидеть. Мы не знаем, как оно получится. Кстати, получается все время ж по-разному, да? Готовишь одинаково, получается все время по-разному. Вот смотрите, грубо говоря, они вот, в принципе, в бульон прям утонули. Утонули в бульон, вот так вот. Все, я разогрела духовку на 180 градусов. Обычно у меня они в духовке стоят, ну, 35 минут, это точно. 35 минут стоят. Ну и опять же, взгляд хозяйки всегда очень важен. Так, я ставлю на 35 минут. В духовку, не на плитке, да, что вот обычно, если, как я говорила про классические штрудли, они делаются на пару, как бы вот на плите, да, как вот дрожжевое тесто на пару. Я их поставила в духовку. Вот через 35 минут будем смотреть и посмотрим, что у нас получилось. Давайте, ждите, ребятки, окончания, уже, как говорится, что у нас получится. Так, ну все, ребята, наши штрудли готовы. Посмотрите, какая красота получилась. Как я говорила, что они немножко отличаются от стандартного рецепта, что обычно все делают на пару, а мы делаем именно в духовке. Давайте сейчас мы их будем разрезать. Я их только вытащила, они очень горячие. Но посмотрите, как поднялось тесто. То есть все это было в бульоне. Ауа! Очень горячо, очень горячо. Очень горячо. Посмотрите, сверху запеченная. Там курочка, поэтому я и говорила, что я не люблю это делать вместе с капустой. Капусту добавляем сами, кому как интересно, кто как любит. И кушаем, и пробуем. Мальчики, пока я готовила, начали стол собирать. Я жду это, говорила, что купили Милаше новый шрайфтиш. Так, я сажусь и пробую. Обалденно. Они там все заинтересованные. Ну, это, конечно, обалденно. Посмотрите, какое тесто. Очень вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Я желаю всем хороших выходных. Если вам понравилось видео, конечно, ставим лайки, подписываемся и
Расскажите, кто пробовал такой рецепт. Мне будет очень правда интересно. Очень вкусно. И получается, эта тесточка, она в этом бульоне пропиталась. Я больше это люблю, да. Да, она очень пропиталась в этом бульоне. Смотрите, бульон остался там с курочкой. Да, да. Тесто наверху. Это очень вкусно, очень вкусно. Обычно, когда мы это готовим, это как бы, ну, обычно, конечно, это зимние месяца. Это как бы топ, да, нашего стола. Ну, нет, как бы не топ, прям. Ну, Есть понятно, еще и что у нас манты. Манты, да, ну мы их тоже приготовим как-нибудь, да. Но это очень вкусно. Если вам Ну, мы понравилось, это очень любим. ставим класс, подписываемся и до новых встреч. Будет приятно ваше мнение услышать. Да, я сейчас хочу снять еще вот это целиком. Очень вкусно. Так, ну-ка, придвинь эту ниже капусточку. То есть, да, я не люблю это делать вместе, то есть можно это сделать вот отдельно. Ну все, пока-пока. Пока-пока, до новых встреч, пока, спасибо.